Всем привет, с вами IG Daily, и сегодня у нас тема... Штрафы в Германии. Да, но мы расскажем не про банальные штрафы, а про те, которые вы даже и не знаете, и расскажем, как мы получили штраф за скачивание фильма, и как мы из этой истории всей выпутывались. Тема очень интересная, на самом деле. Вот. И когда мы приехали в Германию, конечно же, тоже наслушались очень много разных историй, были даже напуганы по этому поводу. И знаешь, какой у меня любимый день недели был, когда мы только переехали? Какой? Воскресенье. Почему? Потому что в воскресенье нет почты. Я думаю, очень многие, кто недавно переехал, знают это чувство, когда ты идешь с такой какой-то тревогой, с учащенным биением сердца подходишь к своему почтовому ящику в надежде, что там нет никаких писем. Потому что ты никогда не знаешь, что там придет, и, как правило, ничего хорошего там нет. Вот. Но, как мы уже сказали, тема сегодняшняя – это штрафы. В Германии действует так называемый каталог штрафов, называется Bußgeld-каталог. Это целая библия наказаний, штрафов, их размеров. И, конечно же, большую часть этих штрафов занимают автомобильные штрафы. Об этом мы сначала и поговорим, да? Автомобильные штрафы включают в себя не только штрафы за превышение скорости или за неправильную парковку, но превышение скорости в Германии наказывается очень строго, за этим следят. И камеры, установленные на дорогах, это не просто способ наказания, тут целая философия. Если ты превысил скорость на 20 км в час, то можешь попрощаться с 60-70 евро. Если ты за городом превысил скорость больше, чем на 50 км в час, то ожидаешь штраф в 600 евро и лишение водительских прав. Да, это все правда. Прав можно действительно лишиться и очень быстро. В среднем права забирают от месяца до 3, но по некоторым пунктам можно лишиться и на более 2 лет или даже навсегда. Мы расскажем здесь случаи, которые были либо с нами, либо с нашими друзьями по поводу автомобилей. Не все знают, что в Германии самая большая проблема – это даже не камеры наблюдения за скоростным режимом, а камеры, которые спрятаны в обычных автомобилях, которые даже не видно, что они полицейские. И в этом вся проблематика, и они постоянно стоят в разных местах. Вторая проблема, с которой я лично столкнулся, меня в Германии останавливали 2 раза. И 2 раза это было на мотоцикле. И 2 раза было это в автомобиле, который сверху ничем не напоминал полицейский автомобиль. 1 раз меня остановили на мотоцикле за выхлоп. На мотоцикле, в принципе, на мотоцикле людей у нас, по крайней мере, очень редко останавливают. Просто подъезжает машина спереди, подрезает, выходит с 2 сторон 2 полицейских, выключает тебе зажигание, и все, ты пойман. Тогда мне пришлось заплатить 120 евро штрафа, и мне хотели вписать 1 пункт. Пункты — это отдельная система наказаний. В Германии всего есть 7 пунктов. Если вы набрали 7 пунктов, у вас забирают права. Когда вы набрали, например, 4 пункта, вы можете эти пункты обратно убрать. Для этого списать, да. Для этого вам надо посещать определенные семинары. Если у вас было за превышение, вам будут показывать ролики, к чему приводит превышение. Даже могут показывать, кто там разбился насмерть, вот эти все ужасные аварии, покореженные автомобили и так далее. Второй раз, когда меня остановили на мотоцикле, когда я на автобане очень близко подъехал к впереди едущему автомобилю. И опять я съехал, та же самая история, опять меня подрезали и сказали: так делать не надо. Но в этот раз я отделался просто предупреждением. И это самая большая проблематика. И чтобы ее избежать, надо что сделать? Просто соблюдать правила дорожного движения. Иначе вы попрощаетесь своими правами и деньгами. Вот ты упомянул сейчас про пункты, да? А что будет, если ты наберешь все 7 пунктов? Что тогда? Заберут права. Ты должен права отдать. Но в Германии и здесь есть свои плюсы и нюансы. Вы можете отдать права тогда, когда вы хотите, в течение года. То есть вы можете подгадать с отпуском, если вас на месяц забрали, можете уехать в другую страну, где вы не будете ездить, и в это время отдать ваши права. Если на месяц, да, например? Ну, к примеру, на месяц, да. Если. Еще я слышала, что есть такой тест на идиота нужно сдавать, так называемый. Да, это другая история. У меня у нескольких друзей, знакомых забирали права, причем в Германии вы можете ездить в состоянии алкогольного опьянения до 0,5 промилле.
Но есть два варианта развития событий, скажем так. Если вы едете и создали аварийную ситуацию, либо произошла авария, в этом случае даже при 0,3 промилле вы будете действовать как человек, который сделал эту аварию, скажем, По причине алкогольного опьянения. Второй пункт, если вы агрессивно водите, так же самое вас полиция останавливает, говорит, а вы пили? Ты говоришь, ну да, выпил одно пиво. Одно пиво примерно 0,33, это для взрослого человека 80 килограмм, это как раз показывает примерно 0,3-0,5 промилле. И ты говоришь, ну да. Ах, вот как, да? И тогда мы у вас тоже забираем права, потому что вы в состоянии алкогольного опьянения и уже агрессивно вели себя. И у меня у друга так забрали права. И потом большая проблема, если у вас уже однажды забирали права, то на второй раз у вас заберут права и даже не скажут, когда им вам вернут. Для этого вам нужно будет проходить так называемый МПУ-тест, или еще в народе его называют идиотный тест. Специально есть подготовки для него, там вопросы, их невозможно правильно ответить, скажем так. Для них надо конкретно готовиться, есть фирмы, которые помогают к этому готовиться. И в последний раз мой друг получил права спустя 2 года. И заплатив при этом почти 5000 евро. За подготовку к тесту? За все вместе, за возвращение, процедуру. за адвокатов и так далее. Ну, адвокат самый нужен, без адвоката вы вообще не вернете. Хорошо. С автомобилями, как я сказала, связаны не только штрафы за превышение скорости или за неправильную парковку. Есть еще такие достаточно неочевидные штрафы, особенно зимой. Например, расскажи, вот есть штраф, я знаю, если ты не до конца очистил свое переднее лобовое стекло от замерзшего снега. Да? Да. Но мы еще не закончили, наверное, про велосипеды потом. Про велосипеды потом. Сначала с автомобилями закончим. Да, есть такая проблема. В Германии запрещено прогревать автомобиль по экологическим нормам. Им не интересует, хотите вы прогреть мотор, чтобы он не сломался, либо вы не хотите. Вы должны очистить свои стекла и только потом завести машину и ехать. Никто, правда, не говорит, что если стекло изнутри замерзло, что тогда делать. И это, в принципе, может действовать для вас как аргумент. В этом случае, если у вас еще и машина в снегу, вы должны и сверху очистить, и капот очистить. На все это есть штрафы. За стекло, по-моему, 30 евро. Да, до 50 евро. До 50 евро и за крышу 25 евро. 25, если вы не очистили. И, в принципе, вы должны это очистить, вы должны с свободным обозрением, скажем так, дорожной обстановки ехать. То есть недостаточно прочистить вот такое окошко и сидеть, выглядывать на дорогу. Должно быть ваше поле зрения достаточно обширным, чтобы вы видели, конечно же, слева, справа свободно. Но если вы вдруг подумали, да ну эти авто, лучше буду ездить на велосипеде, так спокойнее. На самом деле велосипедисты здесь тоже могут ездить не безнаказанно. Для них тоже есть соответствующая категория штрафов. Например, если они проехали на красный свет светофора, 100 евро штраф. Если они ездят без фонаря, 20 евро штраф. И даже за вождение в нетрезвом виде штраф может составлять 600 евро. И лишение водительских прав, кто бы мог подумать, да? Водительских прав на машину, не на велосипед. Но ты еще не упомянула, что есть также штраф за отсутствие звоночка у тебя, есть штраф за это, и за отсутствие катафотов, это обязательно они должны быть. Вождение в нетрезвом виде на велосипеде разрешено 1,6 промилле. Для людей, в принципе, которые мало пьют алкоголь или имеют небольшой вес, это много. Это очень много, конечно. Но вы имеете право ездить. И так же самое, как и с машиной, если вы создали аварийную обстановку или что-то произошло, вы будете виноватым, потому что вы употребляли алкоголь, даже если у вас будет в крови от 0,3 промилле и выше. Тогда штраф несколько тысяч евро уже может быть. У моего друга так тоже забрали. Какие-то у тебя друзья? Товарища, пьющие, да. У товарища, скажем, не друга, у него также самое забрали права. Но до этого у него уже забирали за алкоголь права на 3 месяца на машину. И после этого он сказал, ладно, я не буду больше на машине ездить, я буду ездить на велосипеде. В тот момент у него в крови нашли 2,4 промилле, остановили его и забрали права. И та же самая история, как с предыдущим другом. Они ему точно не сказали, когда они ему вернут. Был суд, были потом долгие разбирательства, огромные суммы денег, тоже более 5000 евро. И спустя 2,5 года он получил назад свои права. Спросите ли вы, закончил он пить?
Конечно же нет, просто он теперь ездит либо на такси, либо его кто-то отвозит. Но это послужило ему хорошим уроком. Теперь ни велосипед, ни машину Он не водит. не водит, когда выпьет. И, кстати, даже за вождение в нетрезвом виде на велосипеде можно также получить пункты во Фленсбургский реестр, и вам могут запретить даже ездить на велосипеде, не только на автомобиле. Так что это тоже возможно в Германии. И вот если подытожить, вы заметили, что езда в нетрезвом виде в Германии очень жестоко наказывается и регулируется. Поэтому это правильно, несомненно, так и должно быть, чтобы на дорогах можно было безопасно ездить. Потому что когда водитель едет в нетрезвом виде, он подвергает опасности не только себя, но и в первую очередь окружающих. Следующий пункт. В Германии очень много разных штрафов. За неправильные парковки, как я сказала, если вы выбросили жевательную резинку не в урну или окурок, например. Если вы гуляете со своей собакой на улице и не убрали после нее, штраф 100 евро. Есть еще один такой момент, может быть, не все знали, я тоже не так давно об этом узнала. У меня есть знакомая, которая ходила на практику в немецкую крупную корпорацию. У нее была пауза, это было летом. Она общалась на паузе с остальными немцами, и у них залетела оса просто. Да? Она летала вокруг одного, другого, все там немцы без конца отмахивались, пытались ее прогнать как-то. И моя знакомая тоже пыталась ее, конечно, прогнать, а потом взяла и убила осу, хлопнула ее на подоконнике или неважно. Вот. И тут воцарилась такая гробовая тишина, и все немцы тогда спрашивают ее: а ты знаешь, что за это в Германии штраф? И действительно, в Германии, если ты убил осу, штраф достигает в большинстве земель до 5000 евро. В нашей земле штраф от 10 до 20 тысяч евро, а в некоторых землях действительно он может доходить до 50 тысяч евро. И это касается не только ос, это касается пчел и в особенности шершней. Шершни, я, насколько знаю, наиболее защищены здесь. И штрафы очень большие, более 50 тысяч евро и даже тюремный срок. Поэтому не трогаем насекомых, бережно относимся к природе, особенно полосатых насекомых. Особенно впереди лето, поэтому учтите этот момент, когда пьете сладкие напитки, фрукты. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Кто недавно переехал в Германию, будьте внимательны. Но это всегда можно сказать. Это была самозащита. Причина тоже влияет. Но, кстати, штраф не только если ты убил, даже если ты повредил или если ты насильно поймал осу или вот шершня, пчелу, например. Да, вот такие здесь законы и правила. Следующие два важных, на наш взгляд, тоже штрафа. Сейчас поговорим о штрафе, который очень сейчас актуален, на мой взгляд. Это штрафы за комментарии, а точнее это не совсем за комментарии, а за клевету, за оскорбление и за разжигание ненависти в комментариях в интернете. В Германии это тоже регулируется законом. И мы недавно лично столкнулись с этим. Расскажешь? Да. Кстати, мы еще забыли упомянуть про автомобили, что также статья штрафов за оскорбление. Если вы кому-то едете в автомобиле, кто-то вам подрезал или что-то сделано так, и вы ему показали неприличный жест, фак или еще что-нибудь, он также само может подать на вас в суд за оскорбление. Но у нас был другой случай. Да, я был недоволен одной из фирм, не буду называть какой, написал на них комментарий. Ничего там оскорбительного не было. Это был комментарий в Google. В Google комментарий, да. И потом через какое-то время мне пришло, ну потому что там я говорил, когда было, тогда-сюда. В общем, сам на себя навел, скажем так. И пришло, эта фирма пожаловала своему адвокату, и адвокат мне прислал письмо в 3 листах, где он по пунктам расписал каждое предложение моего комментария. Я был обязан удалить этот комментарий в течение месяца, либо меня ждал бы штраф до 5000 евро. Конечно, я мог обратиться к своему адвокату, и в принципе этот процесс мог бы и дальше затянуться, но я сейчас в жизни немножко меняю свои приоритеты, и
стараюсь в такие дела больше не ввязываться, хотя, как я уже говорил, и всем советую в Германии, что вы первый из страховок должны сделать, это, конечно же, адвокатскую страховку, которая все это будет покрывать. В принципе, для меня бы это не стоило ни одной копейки, я уверен, что я бы этот комментарий мог бы и не удалять. Но факт в том, что это работает, и люди на этом деньги зарабатывают, и фирмы, и адвокаты. А единственный, кто проиграет, это вы. Поэтому будьте осторожны, что вы пишете у нас в комментариях. И также, если вы оставляете Google отзыв на какое-нибудь заведение, допустим, вы написали, что оказались недовольны, вы отравились, вам было плохо, вы пролежали 2 дня с отравлением, да, это ресторан точно так же может обратиться к адвокату, который попросит доказательства того, что действительно это отравление было по причине данного кафе либо ресторана, иначе они расценивают это за клевету, и негативный отзыв был, по их мнению, оставлен необоснованно. Да. Так что да, будьте очень внимательны, и когда оставляете комментарии в том числе, потому что не забывайте, что как вы ведете себя в интернете, в реальной жизни все точно так же. И в конце видео мы хотим поговорить о еще одной категории штрафов. Штрафы о скачивании, раздаче фильмов, музыки, сериалов каких-то. В Германии авторское право защищено законом. И когда мы только переехали в Германию, мы тоже столкнулись с этой проблемой. Тогда еще не было ни Netflix, ни Amazon Prime, и многие действительно пользовались торрентами, скачивали фильмы для просмотра. Да, и мы, конечно же, тоже в каком-то там году, в самом начале, в 2014 году попались на эту удочку. Нам пришло письмо за то, что мы якобы раздавали 1,5 минуты какой-то фильм. Я уже не помню, какой фильм. Причем этот фильм я даже не знаю, я ни название его не знала. Ну, в общем, это, скажем так, на самом деле это недоказуемо. И если даже вы скажете, ой, я не знаю, кто-то взломал мой Wi-Fi, все равно считается, что вы ответственны за безопасность вашего Wi-Fi, за ваш пароль и так далее. То есть этот аргумент в суде не прокатит. Потом я, как все пишут в интернете, морозился от этих писем, год морозился, 2, потом пришло так называемое письмо в желтом конверте, которое игнорировать было никак нельзя. Я связался с адвокатом, которых у меня очень уже на сегодня много и очень хорошие. Есть очень хорошие проверенные, есть которые не очень хорошие проверенные. Связался с ним, он сказал, да, без проблем будет стоить. Сколько тогда стоило? 300 евро. 300 евро. А сам штраф был в районе 1900. Ну и был 1900 штраф, они потом пишут тебе, ну ладно, 1900 нет, 1500 давайте. А вот если в этом месяце заплатить, то будет только 1000. Но если хотите, мы можем разбить вам платежи по месяцу, и будете помесячно по 30 евро платить тогда. В общем, я заплатил эти деньги, и адвокат решил эту всю проблему. Но есть нюанс. У моего друга, очень хорошего, буквально недавно, потому что он до сих пор пользуется торрентами, потому что у одного очень большой экран, у другого проектор, и там нужно супер хорошее качество. Там 4К они скачут, смотрят с удовольствием, Dolby Surround и все остальное. И им тоже пришли штрафы. Один так и послал адвокату, а другой слишком поздно отреагировал. И уже было слишком поздно какую-то проблему это решить. И ему пришлось платить 1000 евро за эти авторские права. Авторские права очень серьезно наказываются в Германии. И даже его адвокат не отмазал. Ему пришлось платить. Он тоже разбил это на год, эту 1000, но он это заплатил. Будьте также внимательны, что вы продаете на eBay Kleinanzeigen или eBay. Будьте внимательны, не все книги, не все диски с музыкой, не все фильмы можно продавать. С этим надо быть очень осторожным. Как вы видите, подведем наши итоги. В Германии система штрафов очень большая, и она работает. Это не просто написанные на бумажке суммы какие-то. Это действительно работает. Поэтому, чтобы избежать штрафов, нужно не нарушать, как бы это банально ни звучало. И главное, знать эти правила. Да. Если у вас есть какие-то дополнения, если вы сами сталкивались с необычными штрафами в Германии, если вы платили какие-то большие суммы штрафов, делитесь в комментариях. Я думаю, очень многим будет полезно, интересно, чтобы в дальнейшем можно было избежать лишних трат из своего бюджета. Да. Спасибо большое за ваш отзыв на прошлое видео. Вот, спасибо большое, было очень классно. Мы все комментарии читаем, на все стараемся отвечать. Уже второй день отвечаем, не успеваем.
В общем, спасибо большое. Еще раз, пишите в комментариях ваши случаи, как вы попали на деньги. Мы их в следующем видео можем тоже рассказать и расскажем другим, что другие не попадались на эту удочку и на все остальное. Всем спасибо. Пока. Всем пока.